Привет, Арми. Я действительно не могу объяснить, насколько сильно меня это заставляет сомневаться в поступках людей, которые выбирают верить во что-то совершенно абсурдное, просто потому, что это кажется им уместным и соответствует гетеронормативным ожиданиям общества. Они предпочитают верить в то, что не могут проверить, высмеивая при этом то, что нам показали Тэхён и Чингук. Однако, даже если Тэкук не существует, в день выпускного Джина Тэхён непреднамеренно спровоцировал довольно очевидную сцену ревности. Все началось с того, что он коснулся губ Джина, чтобы вытереть крошки печенья, а затем облизал палец с улыбкой. В этот момент Намджун мгновенно, почти рефлексивно, повернулся к Чингуку, Юнги тоже, казалось, смотрел на него, хотя было неясно, смотрел ли он на Чингука, в камеру или на обоих. Когда выражения лиц всех показали крупным планом, у Чингука, который смотрел вниз, было мрачное выражение лица, хотя он, казалось, старался не слишком расстраиваться. Несколько мгновений спустя он осмелился обернуться и понаблюдать за ними. Странно было то, что как только Хобби начал говорить, Чингук явно кусал нижнюю губу, словно сдерживая раздражение. Джин пошутил, что, хотя он и эс-стар, это не помешает ему закончить учебу. Чингук, все еще изо всех сил пытавшийся сдержать эмоции, наконец успокоил его, но его улыбка уже не была такой искренней, как раньше. Казалось, он поддерживал ее исключительно для фанатов. Позже, когда Чимин снова пошутил о возрасте Джина, сказав, что Джин слишком стар для окончания учебы, Тэхён снова встал на его защиту. Он отчитал Чимина и сказал, что Джин на самом деле в расцвете сил, пытаясь утешить Джина. Тем временем улыбка Чингука исчезла, и он взглянул на объятия Тэхёна с Джином, прежде чем снова вернуться к своему лицу. На этот раз выражение его лица уже не было таким нежным, как раньше. Затем, когда Хобби заметил, что Джин выглядит молодо лицом, Тэхён внезапно обнял Джина за шею и пристально посмотрел на него. Инстинктивно Чингук тут же повернулся к ним всем телом, слегка приоткрыв рот, и довольно резко заметил, что таксист подумал, что они с Джином одного возраста. Однако, когда он повернулся обратно к Тэхёну, он понял, что тот все еще смотрит на Джина. Сразу после того, как Чингук закончил говорить, он быстро поднял руку к его шее, неловко коснулся его ожерелья и сделал вид, что целует его, словно отвлекаясь. Он не ожидал, что Джин так обрадуется жесту Тэхёна и обнимет его. В этот момент Чингук перестал притворяться и посмотрел в камеру со странным выражением лица, превратив спокойный момент в очень запутанную для себя ситуацию. Многие могут интерпретировать ревность и странное поведение Чингука как угодно, но очевидно, что подобные реакции всегда указывают на то, что отношения между Тэхёном и Чингуком выходят за рамки простой дружбы. Ведь если Тэкук не существует, то какая еще причина могла бы быть у Чингука для такого поведения по отношению к человеку, который должен быть просто другом? А если это не так, почему, когда Чингук попытался приблизиться к Тэхёну, несмотря на неловкое положение, Тэхён обхватил его за талию и погладил, а затем обнял за плечи, притянув к себе? Действие Тэхёна, притянувшего голову Чингука ближе, чтобы они могли вместе смотреть в свои телефоны, было самым романтичным жестом, который только можно увидеть. Потому что это самая драгоценная и сильная сцена, которую многие люди мечтают воплотить в своих фантазиях. После этой череды моментов, когда Чингук удобно устроился рядом с Тэхёном и позволил себя обнять, что ясно демонстрирует характер их отношений, меня все еще удивляет, как много людей уверенно утверждают, что Чингуку было некомфортно от близости Тэхёна, и что он просто быстро сфотографировался, прежде чем отстраниться. На самом деле, однако, после того, как Чингук просто стоял там, а Тэхён продолжал смотреть в свой телефон, Чимин, который был снаружи, выстрелил из водяного пистолета, что Чингук сразу узнал. Вот почему он внезапно встал и отстранился. Предупреждение о том, что что-то произошло, было еще более очевидным. Это объясняет, почему Чингук пролежал с Тэхёном всего несколько минут и почему он ушел. Он знал, что Чимин погонится за ними за то, что они его облили водой, когда ему было плохо. Если бы Тэкук не существовал, я бы приняла то, что многие считают нормальным поведением двух друзей. Однако их близость казалась слишком комфортной и домашней, чтобы ее игнорировать. Именно поэтому многие всегда настороженно относились к Тэхёну и Чингуку, когда те находились в одной комнате. Они понимали, что это ничто по сравнению с тем, что они могли бы показать, если бы их оставили одних. Потому что было нелепо притворяться, что они не существуют, хотя сам Чингук годами действовал импульсивно.
Однажды, когда он услышал, как Тэхён рассказывает о своем желании поехать на фестиваль цветения сакуры с BTS, Чингук немедленно отреагировал, когда Тэхён изменил свой ответ после того, как Чингук не выбрал его, как изначально предполагал. Хотя Чимин первым в шутку упомянул Тэхёна и его друзей из дорамы «Хваран», сериала, в котором Тэхён снимался и где он подружился с теми, кто сейчас входит в группу Угр, Чингук все же набрался смелости сказать Тэхёну, что если он так сильно их любит, то мог бы как-нибудь весной провести время с Хёнами. Похоже, эта мысль зародилась у него в голове, и у него не было никаких оснований говорить об этом, пока Чимин не поднял этот вопрос первым. Когда сотрудники поняли, что участники группы чрезмерно ревнуют к близости Тэхёна с Хёнами из «Хваран», Чингук воспользовался случаем, чтобы указать на то, что Тэхён признался им в любви, глядя им прямо в глаза и демонстрируя чувства, которые он, похоже, больше не хотел скрывать. Это заставило меня задуматься, почему многие не воспринимали Тэхёна как искреннего человека. Когда Тэхён начал объяснять причины своей привязанности к Уге, Чингук сделал вид, что ему все равно, и отвел взгляд, словно это было не то, что он хотел услышать. Я задавалась вопросом, понимали ли те, кто стал свидетелем этого момента, насколько сильно это расстроило Чингука. До такой степени, что когда Тэхён продолжил говорить об их обещании, Чингук не смог сдержать переполняющую его ревность, встал посреди разговора, отошел и сел подальше от них, не желая слушать больше ничего о ком-либо еще. Конечно, его поведение в тот момент было довольно странным и необычным для Чингука. Однако он не скрывал ничего, даже когда ситуация могла показаться странной. Его поведение всегда ясно отражало его чувства, и это показывает, что вместо того, чтобы погрязнуть в разочаровании, он предпочел дистанцироваться ради своего внутреннего покоя. Хотя эта ревность до сих пор доказывает все, кроме того, что они больше не настоящая пара, он все еще готов проводить время с ближайшими друзьями Тэхёна, людьми, от которых он когда-то не мог терпеть, но теперь может принять. Ведь если Тэкук никогда не был настоящим, что заставляет Чингука так не желать расставаться с Тэхёном, даже зная, что его комментарии – всего лишь шутки? Когда Тэхён в шутку спрашивает, хотят ли фанаты, чтобы он снова побрил голову, как во время службы в армии, Чингук тут же качает головой. Это заставляет Тэхёна рассмеяться над его реакцией, и он начинает говорить, что больше этого не сделает, имея в виду, что он не вернется в армию и не будет стричь волосы снова, воспоминание, которое Чингук, кажется, хочет стереть. И хотя Тэхён, похоже, не воспринимает это всерьез, продолжая смеяться над отказом Чингука, Чингук повторяет, что Тэхён больше этого не сделает. Однако его тон больше похож на хныкание, чем на мольбу прекратить говорить об этом, что делает этот момент одним из самых чистых и искренних для меня. Потому что если между ними действительно ничего не было, то было ли этому объяснение? Почему Тэхён попросил Чингука поговорить наедине? Тэхён уже спросил, когда он закончит трансляцию, и Чингук сказал, что продлит ее, потому что не понимал, что имел в виду Тэхён, думая, что, возможно, Тэхён просто хотел поиграть с ним во Вруауч, и это могло подождать. Однако, когда Тэхён направился к двери, словно его звали сотрудники, и Чингук и Чимин обменялись странными взглядами, как будто Чимин что-то сказал, Тэхён снова позвал Чингука, почти требуя, чтобы тот немедленно закончил прямую трансляцию. Чингук спросил, почему он должен это делать, и они оба повернулись к нему. Однако, когда Чингук снова спросил, почему его просят выключить трансляцию, хотя он был в середине эфира и, казалось, собирался продлить ее еще немного, Тэхён наконец кратко объяснил, что это для того, чтобы они могли поговорить наедине. После этого простого ответа Чингук тут же согласился закончить, хотя всего несколько мгновений назад он сказал, что продлит трансляцию. Кто-нибудь может объяснить, почему, когда Чингук сказал, что ему нужно закончить прямо сейчас, Чимин начал издавать звуки поцелуев и дразнить тем, что они вот-вот поговорят наедине? Странно, что он вел себя так, будто знал контекст этих слов и настойчивость Тэхёна в том, чтобы заставить Чингука выключить трансляцию. Это то, что никогда не заставит меня усомниться в том, во что я верю сегодня. Потому что я точно знаю одно, эти моменты оставили след в сердцах тех, кто верил тому, что Тэкук показывал нам на протяжении времени. И если вам кажется, что опровергнутый ложный слух более реален, я буду придерживаться версии, что для Тэхёна и Чингука все гораздо реальнее и подлиннее. I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change.